Всем добрый день, рада вас приветствовать на канале Доктор Лазар. Меня зовут Виталий. И сегодня вам хотим показать, как покрасить часть сидения в домашних условиях. Либо же в мастерской, без применения покрасочного пистолета. Не у всех есть возможность красить пистолетом, особенно дома. Поэтому предлагаем немного другую технологию по покраске кистью и губкой. Мы не будем красить полностью все сиденье. Верх сидений нормальный. Более клиент не захотел красить полностью все сиденье, а покрасим только нижнюю часть. Видно на нижней части трещинки, складки. И также меняли часть сиденья. Деталька потрескалась и пришлось ее менять. На другом сиденье есть порез. А так оно в принципе нормально выглядит. Но также будем полностью красить весь низ. Вот. И как всегда начинаем работу с очистки. Почистим полностью все сиденье. Для верха будем использовать нежный очиститель. А для низа сильный очиститель, который будет у нас готовить уже кожу к последующим процедурам. Если сильным очистителем почистить верх, то в принципе можно снять и краску. Поэтому на спинку будем использовать нежный очиститель. Берем очиститель, наливаем в любую емкость, которая есть под руками. И начинаем чистить саму спинку. На первый взгляд они чистые, но сейчас посмотрите, какие они на самом деле. Щетка средней жесткости, это натуральный ворс. Вот такими движениями круговыми можно чистить вверх-вниз, не принципиально. Берем салфетку и снимаем остатки грязи. Убрали остатки очистителя и грязи. И также переходим на другое сиденье, также его чистим. Очиститель можно использовать для ежедневного ухода изделий из любых типов кожи, в том числе и автомобильных. Также снимаем остатки очистителя и грязь. Видно, какая у нас стала салфетка. После чистки верха переходим к чистке самой нижней части сидения. Для этого, конечно же, мы будем использовать другой очиститель, сильный очиститель, который гораздо лучше снимет грязь, возможно, остатки какого-то крема или полироля. Берем щетку и также начинаем чистить сиденье. И снимаем остатки грязи и самого очистителя. Сиденье, конечно, гораздо грязнее, чем спинка. Сиденье почистили. Теперь нам надо снять старую краску. Для этого мы будем использовать ремувер, средство для снятия краски. Почему мы это будем делать? Во-первых, производители автокожи используют много силиконовых добавок, которые делают стойкой краску к вытиранию, к намоканию. На силиконе краска держится плохо. Поэтому, чтобы качественно покрасить автомобильную кожу, надо снимать обязательно старую краску. Мы будем снимать полностью всю краску с низа сиденья. И с этой боковинкой, которую поменяли тоже. Вот эти детальки по кругу мы их трогать не будем. Это кожзам. Наливаем ремувер. Берем скотч-брайт, абразив, макаем и начинаем снимать краску. Стараемся так, чтобы не зацепить нитку. И снимаем остатки краски. И так проходимся полностью по всей нижней части сидения. Так, с одного сидения краску сняли. Переходим к снятию краски с другого сидения. Еще интересно, что вам хочу сказать. Между ниток, или точнее сказать по ниткам,
я снимал с помощью ткани и ремувера. Ткань и ремувер. Не скотч-брайтом, так как я говорил, что скотч-брайт может поднять ворс нитки и после покраски будет выглядеть просто некрасиво. Также берем скотч-брайт, мочим в ремувере и снимаем краску. Потерли хорошо и снимаем остатки самой краски. И так продолжаем полностью по всей нижней части сидения. Итак, с сидений краску мы уже сняли. Следующее, что мы будем делать, шлифовать. Мы перетрем нижнюю часть сидения наждачной бумагой. Тем самым мы улучшим адгезию краски к коже. Ну и также уберем остатки краски, которые в некоторых местах пооставались. Поэтому берем наждачную бумагу. Берем бумагу наждачную на поролоне и абразив также на бумаге. Мы сделаем уголок. Сложим бумагу пополам. И где возле нитки аккуратно пройдемся самим уголочком, чтобы не цеплять нитку. Вот таким вот образом. Бумагу отрезаем кусок. И начинаем хорошенько шлифовать. У нас видно, еще остатки краски снимаются. Так проходимся полностью по всему сиденью. Еще раз хочу сказать, что стараться аккуратно возле нитки, чтобы нитку не цеплять наждачной бумагой. Сиденье мы наждачкой прошлись. Нам сейчас надо будет убрать пыль после шлифовки. Для этого берем сильный очиститель, наливаем на губку. Видно результат. Если этого не сделать, пыль останется на сиденье, и после покраски она будет просто видна. Будет некрасиво. Поэтому хорошенько с каждых уголочков убираем пыль. Следующим этапом будет увлажнение и жировка кожи. Кожа во время эксплуатации пересыхает, и поэтому очень важным этапом будет возобновление мягкости кожи и эластичности. Увлажнитель увлажняет кожу и жирует и готовит кожу к жировке. Увлажнитель разравнивает складки, которые есть на коже, расклеивает ворсинки, которые склеились. И после применения увлажнителя жирового наполнителя кожа будет мягкой и эластичной. И, соответственно, будет гораздо дольше служить. Их также можно использовать как средства по уходу, либо же по-другому называют также консервация, как обуви, курток, ну и само собой автосалонов и мебели. Поэтому берем увлажнитель. Можно его наносить губкой, можно наносить распылителем. Наносим распыление. И для более длительного эффекта нам надо взять салфетки. Берем салфетки. Такие прочные довольно, они не разлазятся. Мочим их в увлажнителе. Ложим на места, которые мы увлажнили, и сверху ложим стрейч-пленку. И так оставляем от часу до 12 часов. Чем дольше лежит, тем, соответственно, будет более лучшее увлажнение. Берем увлажнитель. Для удобства выливаем в тару. Салфетка. Как я и говорил, мочим в увлажнителе. Хорошенько отжимаем и ложим на сиденье. Надо полностью покрыть всю кожу, которую мы увлажняли. Еще нам надо здесь положить также салфетку. Я разрезал пополам для удобства. Так, мы обкладываем сиденье. И сейчас сверху положим стрейч-пленку. То же самое проделаем с другим сиденьем и оставляем от часу до 12 часов. После мы снимем и нанесем жировой наполнитель.
что очень важно, что перед нанесением жирового наполнителя надо, чтобы еще кожа была влажная после увлажнителя. Если мы нанесли увлажнитель и этот момент пропустили, что уже кожа подсохла, высохла, тогда надо увлажнитель наносить еще раз. Они хорошо работают в паре, и поэтому кожа должна, еще раз повторюсь, быть влажной после увлажнителя, чтобы нанести жировой наполнитель. Так, после нанесения увлажнителя прошло 3 часа. Нам сейчас надо снять стрейч-пленку, забрать салфетки и нанести жировой наполнитель. Еще кожа влажная, так как я и говорил, она такой и должна быть. И наносим жировой наполнитель распылением. Наносим и уже ничем не накрываем, чтобы кожа у нас высохла. Примерное время высыхания кожи сутки. Но если, конечно, теплее, то может и быстрее высохнуть. А так, в принципе, надо сутки подождать, чтобы кожа полностью высохла. И наносим также распылением. Все, оставляем кожу сушиться. После продолжим работу. Так, сиденья уже после применения увлажнителя и жирового наполнителя подсохли. Кожа она стала гораздо мягче, гораздо эластичнее. Некоторые складки разгладились благодаря увлажнителю и жировке. И следующее, что мы будем делать, надо же, конечно, будет такие места, как вот, например, складки на коже прошпаклевать. Ну, еще что у нас есть на сиденье одном, это порез. Перед тем, как его зашпаклевать, надо обязательно его подклеить. Для этого берем клей. Прежде чем подклеить хорошенько царапину, извиняюсь, сам порез надо взять ножом и процарапать. Это делается для того, чтобы убрать с самого пореза грязь, остатки краски. Мы снимали краску. Обязательно надо, как грубо говоря, расшить. Потом нанесем клей. И через минут 15-20 можно уже будет наносить шпаклевку. И аккуратно наносим сам клей на сам порез. Все, оставляем, он должен подсохнуть. Потом мы нагреем это место, легонько прижмем. Клей склеит порез изнутри. И опустятся сами края пореза. Они торчат, и их может быть видно после того, как мы пошпаклюем. Благодаря клею они опустятся вниз, и после шпаклевания не должно быть видно этого пореза. Ну, я имею в виду, после покраски вообще не должно быть его. Итак, клей мы нанесли. Надо немножко нагреть и прижать. Прижимаем и отпускаем аккуратно. Сейчас это место будем шпаклевать. Так, берем шпаклевку, краску. Шпаклевку взяли. Наливаем немного краски. Перемешиваем. И наносим на повреждение. Пускай подсыхает, а мы будем шпаклевать другие места, как, например, вот эти вот складки. Это больше даже не складки, а залом на коже. Тонкий слой шпаклевки можно подсушить с помощью фена. Так будет гораздо быстрее. Подсушили, берем наждачку и это место шлифуем.
Убираем остатки шпаклевки. Так, уже прошло минут 20, и сам порез, который мы подклеили, потом пошпаклевали, надо пошлифовать, потому что еще немножко он ощущается, но и по-любому там есть еще. Я так подозреваю, что придется шпаклевать. Берем наждачку и хорошенько это место шлифуем. Стараемся не цеплять нитку. В принципе, неплохо, но еще надо будет раз шпаклянуть по-любому. Поэтому берем шпаклевочку и наносим на повреждение. Оставим ее немножко с бугорочком, чтобы потом нам пошлифовать ее за раз и уже к ней не возвращаться. Она немножко просядет, и останется только забрать лишнее. Места, которые мы прошпаклевали, надо пошлифовать наждачной бумагой, чтобы убрать переход самой шпаклевки. Тут у нас сама трещина, та что была, точнее не трещина, а сам порез. Он же отлично держится благодаря клею и, конечно же, шпаклевке. После шлифовки нам надо убрать пыль. Для этого можем использовать кисть. Как с одного сиденья убираем пыль, так же и с другого. Ну и также дополнительно надо убрать пыль с помощью очистителя. Берем грунт, наносим также на губку и на само сиденье. Грунт доборно быстро впитывается, подсыхает. Нам не надо специально там ждать, чтобы он высох или подсох. Ну и что важно, чтобы он не пересох. Нанесли, буквально 2 минуты и можно начинать покраску. Хорошенько протираем, проходим полностью все детали, чтобы не было пропусков. Так, после берем кросслинкер, наливаем по формуле в стакан, добавляем краску. Мешаем часть краски, так как мы не знаем, сколько нам краски понадобится. Сейчас это 100-граммовый стаканчик, здесь 50 грамм краски примерно. Хорошо перемешиваем. Так, нам понадобится 2 кисти, одна поуже, другая пошире. Сами детальки мы будем красить широкой кистью, а вот возле нитки будем красить узкой кистью, чтобы не замазывать сильно нитку краской. Берем краску и проходимся в первую очередь возле нитки аккуратно. Стараемся нитку не цеплять, чтобы ее сильно не закрасить краской. Краска все равно попадет, но не так много, если мы будем сразу брать и красить просто по нитке.
И после берем губку и проходимся губкой по коже, точнее по краске, чтобы убрать следы после кисти. Берем кисть пошире и начинаем красить уже саму деталь. В уголочках пройдемся узкой кистью. Стараемся хорошо краску растирать, чтобы не был толстый слой. Лучше дать 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Так будет более правильный. И также берем губку, проходимся губкой. И после обязательно краску сушим с помощью фена. Так, на одну детальку краску нанесли, это только один слой. Но уже видно, что укрываемость довольно-таки неплохая. И также наносим на другую детальку. Проходимся аккуратно возле самого шва. Эта деталька первая, она у нас должна остыть, так как она теплая после фена. А после мы вернемся к ней и уже докрасим, точнее нанесем еще один слой краски. Если краска густеет, то в нее можно добавлять воды. Она все равно будет густеть потихоньку. Мы без проблем добавляем немножко воды и дальше продолжаем работу. И также губкой проходимся, чтобы убрать следы после кисти. И также сушим феном. Половину сиденья покрашено. Также продолжаем покраску другой половинки. Покраска кистью, либо же вручную, как сказать. Что очень важно, не надо спешить. Потихоньку наносим краску, хорошенько проходимся губкой, чтобы убрать следы после кисти. Продолжаем также возле нитки аккуратно прокрашивать. Что еще интересно, что после покраски кистью кожа у нас будет очень нежная, она не так будет быстро мазаться. Если красить пистолетом, либо же аэрографом, краска ложится пылью и краска гораздо шершавая. Это, конечно, с этим бороться можно будет, но все равно после покраски кожи кистью она будет очень и очень нежная. Так, одно сиденье покрашено. Переходим к покраске другого сиденья. Также сперва узкой кистью. Если где-то попала краска у нас на нитку, то лучше так убрать. И уже широкой кистью красим. Краски берем немного, чтобы не было лишней краски на коже. Лучше брать по чуть-чуть. И губкой проходимся легонько, чтобы убрать следы после кисти. Так, один слой на сиденье нанесли. Наносим другой слой краски. Хватает 2 слоя, чтобы перекрыть саму кожу, покрасить. Но бывает иногда надо и 3 слоя. Тут тяжело сказать так однозначно.
Губкой также проходимся. И феном сушим. Так, сиденья уже оба покрашены. Осталось нанести финишное покрытие. Финишное покрытие кросслинкер, уже в стаканчике замешанное. И наносим уже финишное покрытие на сами сиденья. Также берем две кисти и начинаем наносить финишное покрытие. Здесь мы уже спокойно наносим прямо по нитке. Не принципиально уже нитку обминать, уже можно наносить прямо по нитке. Кисти, конечно же, помыли водой. Подетально наносим. И также проходимся губкой. Другую детальку можно сразу нанести. И тогда две уже подсушим вместе. И также сушим феном. На одно сиденье лак нанесен. Также наносим лак на другое сиденье. Хорошенько кистью растираем. Стараемся, чтобы не было пропусков. Одного слоя будет достаточно кисти. Кто хочет, можно еще дополнительно пройтись в такие места, как швы, чтобы дать дополнительную защиту тем местам, которые быстрее всего могут вытираться. Также проходимся губкой. И сушим феном. Так, сиденья уже полностью готовы. Покрашены, полакованные. Еще посмотрим на сам порез, который заделанный. Здесь были на другом сиденье трещины. Это увеличу, чтобы было хорошо видно. Нитка у нас осталась как новая. Она не залита краской. По материалам. Осталось половину краски, которая была налита. Здесь стаканчик 100-граммовый. Было налито грамм 50-60, ну примерно грамм 30 осталось. Это пошло краски на 2 сидения. Ну, лака еще было меньше, там было грамм, наверное, 25 лака и грамм 5 примерно лака осталось. Расход материалов небольшой, вы видите сами. Напоминаю всем, чем мы пользовались для покраски данных сидений. Сильный очиститель, ремувер, средство для снятия старой краски, увлажнитель и жировой наполнитель для возобновления мягкости и эластичности кожи, клей, шпаклевка, кросслинкер, добавка к краске, к лаку, грунт для улучшения адгезии краски и лака, сама краска для автокожи и лак для автокожи. Также дополнительно мы использовали салфетки при работе с увлажнителем и наждачную бумагу для шлифовки самой кожи. Сейчас появится у вас на экране набор по уходу за кожей. Почему? Потому что нельзя мыть какими-то шампунями, либо же мылом к хозяйственной коже, которая окрашена. Это очиститель нежный, специально будет для кожи, и крем, который будет увлажнять кожу и давать защитную пленочку, чтобы краска была более стойкая и не так быстро вытиралась. Так, еще всем хочу напомнить. Компания Dare Laser. Меня зовут Виталий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.